Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о том, что же такое закон бумеранга и как я считаю он работает. И сегодня я хотела бы поделиться с вами своими мыслями о законе бумеранга, да, о том, как он действует, исходя из какого-то своего опыта общения с людьми, со своими друзьями, с какими-то из своих клиентов. Полагаю, все вы знаете, да, эту фразу, что поступай с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой. И вот в этой фразе на самом деле очень много чего заложено, и здесь можно как согласиться, так и не согласиться одновременно. С одной стороны, да, если мы делаем какое-то добро, мы предполагаем, что по закону бумеранга к нам прилетит как бы там еще тоже огромная какая-то куча добра в ответ. Но на самом деле тут нужно учитывать такой факт, да, что если вы будете с корыстью делать какое-то добро и ждать, что вам оно вернется, то, скорее всего, вы будете разочарованы. На самом деле секрет заключается в том, чтобы вы вообще, в принципе, испытывали хорошие эмоции, какие-то высокие позитивные эмоции, добро, радость, будьте добродушны, открыты к людям, к жизни, да, делайте какое-то добро, но делайте это естественно, а не потому, что вы чего-то ожидаете взамен. Потому что на самом деле, когда вы с какой-то коростью или с каким-то расчетом пытаетесь сделать добро, вы будете разочарованы. А если вы будете работать над тем, чтобы повышать свой эмоциональный фон, выходить на более позитивные, энергозаряженные, да, такие эмоции, то чудеса будут случаться в вашей жизни, и вам даже не нужно будет об этом просить. Они будут просто на самом деле происходить. И теперь мы подбираемся, да, уже ко второй части вот этой вот фразы «делай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». И вот, скажем, например, вы поступаете зло с человеком, и вы предполагаете, что это зло прилетит как бумеранг к вам, и может быть даже еще и побольше, да, какая-то вот тройная доза. Но на самом деле тут я хотела бы еще поговорить о том, а что вообще такое зло, то есть как определить, что вы сделали на самом деле сейчас что-то злое, да, что-то плохое. Как я уже упоминала в первом своем видео, я не считаю, что в мире вообще существует добро, существует зло, что это нужно разграничивать. На самом деле все единое, да, в каждом зле есть добро, скажем так, в каждом добре есть зло и так далее. Все на самом деле есть во всем. И тут вот такой момент еще, что с первого взгляда, да, как бы можно подумать, что вы сделали что-то плохое. К примеру, вы, возможно, накричали на какого-то человека или не дали ему денег, когда он попросил взаймы. И вам кажется, что, может быть, на первый взгляд, что вы сделали какой-то плохой поступок. Но на самом деле, если посмотреть глубже и со временем, опыт покажет, что в тот момент, когда, возможно, вы были грубы с человеком, накричали на него, он взялся за себя, вы его замотивировали, и он прошел свой урок, замотивировался и сделал что-то, чего не хотел делать. Или если вы, скажем, не захотели в какой-то момент давать кому-то деньги взаймы, вам может казаться, что вы сделали плохо, вы не поддержали своего друга или близкого человека, но, возможно, после того, как вы не дали деньги этому человеку, он научился находить какие-то другие методы получения денег, и, возможно, он даже их заработал, перестал просить, и так же, как мы видим, опять-таки ушел как бы в развитие, да, то есть тут нельзя сказать, что вы сделали зло или наоборот вы сделали добро, то есть вы никогда не знаете, потому что мы не можем влиять на самом деле на реакцию другого человека, да, и мы на самом деле не можем предполагать, что если мы сейчас накричали, человек на нас обидится. Нет, такого не существует. Каждый человек реагирует от того, какой у него сложился опыт, какие у него эмоции, какой у него предыдущий опыт, какие-то установки, его призма, то, как он видит жизнь. Вот тут уже такой момент получается, что как теперь узнать, вы сделали зло, как вам казалось, а может быть, в итоге-то к вам прилетит добро, потому что вы на самом деле на долгую перспективу сделали-то как раз добро. То есть тут такой момент, да, что закон бумеранга, ага, а как же он наконец-таки все-таки действует, да? Вот. И еще я хотела бы обратить ваше внимание на такой момент, как помощь, да, потому что очень часто мы воспринимаем, что добро это равно помощь, да, то есть если я сделал какую-то, оказал какую-то помощь своему другу, своей подруге, близкому человеку, то это равняется добро. Но на самом деле я хотела бы вам сказать, что не всегда помощь является добром. И есть несколько условий, которые нужно соблюдать перед тем, как помогать человеку. То есть, во-первых, этот человек должен сам прийти к вам и попросить о помощи. То есть
он должен именно спросить вас, могли бы вы ему как-то помочь в его сложившейся там ситуации или там какой-то момент, да, который ему нужно решить. Второй момент, если сначала он вас спросил, да, и вы тогда думаете, второй момент, а хочу ли я помочь этому человеку? И если вы хотите, да, то есть этот пункт тоже соблюдается, вы переходите к третьему вопросу, а могу ли я помочь этому человеку? То есть смотрите, да, вас попросили, вы хотите и вы можете. Если соблюдаются 3 этих условия, то вы с чистой душой, да, можете помочь этому человеку, сделать что-то, что будет в ваших силах и что вы захотите сделать для того, чтобы ему помочь. Но если хотя бы один из этих пунктов не совпадает, то я предлагаю вам не делать такую помощь, потому что в любом случае будет дисбаланс. К примеру, если вас человек попросил, и вы можете помочь, но вы не хотите помочь, вы в таком случае, да, как бы сами себе говорите, что я не ценный, и мои желания не ценные, и я, как бы жертвуя собой, буду помогать кому-то, хотя я этого и не хочу. Если, скажем так, вы хотите помочь человеку, и вы можете помочь человеку, но, человек вас об этом не попросил. Тут складывается ситуация еще так, что вы берете ответственность за жизнь человека на себя, за его решение, да, за его урок. И таким образом он вас даже не просил, а вы сами решили, что вы можете и хотите разрешить его какую-то ситуацию, вы можете ему помочь. И таким образом, если вы предполагаете, что вы можете человеку помочь, вы берете ответственность за эту ситуацию на себя и будьте готовы к тому, что в будущем вам придется проходить этот урок и самим. То есть вы как бы поможете пройти этот урок сейчас человеку, а потом в будущем как раз-таки и прилетит вот этот вот закон бумеранга, и прилетит он прямо в лоб, и вы будете проходить тот же урок, который должен был пройти тот человек, который вас о помощи не просил. Поэтому смотрите, тут, когда вы берете ответственность на себя за жизнь другого человека, понимайте, что вот тут вот как раз закон бумеранга на 100% сработает и прилетит вам и очень быстро, и очень больно. Да, такие вот мои мысли по поводу закона бумеранга. Я рассказала вам немного, да, о зле, о добре, о том, что я думаю об этом, что является на самом деле истиной. И тут же тоже поговорили мы о том, на самом деле, нужно ли помогать человеку и всегда ли является это добром. Я хочу, чтобы вы тоже в комментариях поделились со мной мыслями о том, как вы считаете, что же такое закон бумеранга, как он действует. Мне будет очень интересно узнать ваши мысли. И в будущем, в ближайшее время, я хочу еще также записать для вас видео по поводу благотворительности и что я думаю по этому поводу. На самом деле тоже такой, скажем так, двоякий, да, смысл есть в этой благотворительности. Давайте разберем в следующих видео эту тему. Я желаю вам хорошего дня, я вас люблю, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!